Привет, друзья! Вы знали, что искусство гравировки на природных материалах старше египетских пирамид? И до вчерашнего дня мастера добивались невероятной детализации, используя лишь иглы и кислоты. Но в 2024 году лазерная гравировка вышла за пределы профессиональных мастерских, и сегодня даже неподготовленный человек может превратить, к примеру, хрупкий лист в настоящее произведение искусства. В прошлом видео я рассказал и провел целую серию экспериментов, создавая такие шедевры на лазерном чиповом станке Acmer S2. И результат, вы сами видели, превзошел все ожидания. Но обычный лист, оставленный без защиты, через месяц-два превратится в пыль. Можно, конечно, хранить в книгах. Помните, как мы делали школьные гербарии? Мой в какой-то книге хранится и по сей день. А первый гербарий, дошедший до наших лет, был создан в 1555 году учеником Гини. Сейчас хранится где-то в Германии. Но если вы хотите, чтобы ваша гравировка жила десятилетиями и даже веками вне книг, можно воспользоваться современными технологиями. Сегодня я покажу 3 надежных способа консервации, которые помогут запечатлеть историю надолго. Самый простой и доступный вариант, как уже сказал выше, это гербарий. Но, к сожалению, касаясь руками, такой лист можно легко повредить. К тому же большую часть времени он будет скрыт от глаз где-то на книжной полке. Поэтому, думаю, самый практичный способ – ламинация или консервация листа между стеклом или оргстеклом. Это отличный способ защитить лист от пыли и влаги. И ламинация, на мой взгляд, это самое быстрое и удобное. Заламинировать такой портрет можно буквально за несколько минут. После ламинации листок не обязательно хранить в книге или фотоальбоме, хотя можно использовать как закладку для тех же книг, повесить на елку, прикрепить, как и я, к оконному стеклу и так далее. Жалко, что сегодня идет снег. Когда солнце светит сквозь прожилки листа, кажется, что портрет еще немного и оживет, как витраж. Но если хотите, чтобы портрет на листочке пережил не только вас, а как и древнее кольцо существовал веками, используйте эпоксидную смолу. Форму для заливки можно сделать из детского пластилина. Я прилепил его прямо к пленке на куске оргстекла. Поверхность должна получиться идеально гладкой. Эпоксидную смолу я когда-то покупал специально для столешниц. Она кристально прозрачная и легко удаляются воздушные пузырьки. Но полная полимеризация происходит через 48 часов. По этой причине в процессе у меня разыгралась настоящая драма. Вначале я залил тонкий слой смолы и удалил пузырьки горелкой, подождал с полдня, пока смола немного загустеет, думал, что лист может утонуть. Затем аккуратно опустил лист с готовым портретом, налил поверх свежую смолу, удалил кое-где появившиеся пузырьки, и к моему ужасу лист начал медленно всплывать наверх. Чем-либо его фиксировать было уже поздно. Подумав, что первый блин вышел комом, я прекратил съемку. Но за кадром продолжал топить его зубочисткой чуть ли не каждый час, пока смола не начала густеть. На удивление все получилось. Через 48 часов не без труда отделил форму, и удалил пластилин. Края обработал лепестковым диском и сделал это так, чтобы застывшая смола повторяла форму листа. Лист с портретом стал похож на льдинку и даже на этом этапе уже заслуживал лайка. Подставку хотел сделать из мореного дуба, но остановился на природном камне. Он тяжелее, устойчивее и идеально подчеркивает эстетику листа. Камешек разрезал диском по камню. Приспособление для фиксации сделал простейшее, долго не мудрил. Край шлифанул чашкой и сделал прорезь. Плитка из смолы входит в прорезь с легким натягом, словно это кубик лего.
но при желании можно посадить на клей. В итоге получилась не просто поделка, а очень классный сувенир, если хотите, артефакт со своей историей. Может стоять на столе, радовать глаз и напоминать о том, что даже хрупкое и недолговечное можно сделать бессмертным. Пишите в комментариях, хотели бы вы такой артефакт сделать для себя и какой способ консервации понравился больше. В следующем видео можно было бы развить идею портретов на березовой коре, но есть идея получше. Хочу попробовать сделать гравировку на еще более невероятных природных материалах, но уже не на плоских поверхностях, а на тех, которые имеют определенную форму и объем. Чтобы не пропустить новое видео, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. До встречи в новом видео.